она сбежала со своим бывшим мужем. Потому что Сергей ее избивает. А вы ее силой забирали? Нет, Я не собираюсь и не собиралась жить с Васей никогда. И не буду. это порно. Я увидел в интернете. Это порно-видео, в котором я снималась, зарабатывая деньги, соответственно, когда жила с Васей. Оказывается, ты ее за бутылку продавал мужикам. Ты чуть мою дочку? Добрый день. Муж бывший и муж настоящий. И нет никакой возможности между ними выбрать. Как быть, если новые отношения уже начались, а старые еще не закончены? И при этом мы живем не в Швеции. Об этом наша передача. У меня жена уезжает внезапно просто. Вот, ничего мне не сказав. Увозит дочку. Житель Ивангорода Сергей Трифонов вот уже несколько недель не виделся со своей женой Анжелой, которая сбежала из дома с их новорожденной дочерью. Не могу даже порой находиться просто здесь, потому что все напоминает, то есть о дочери. Попытки вернуть жену ни к чему не привели. Анжела отказывается возвращаться в семейное гнездо. Это мой дом, здесь живут мои родители. Я приехала сюда к папе. Сергей уверен, что причиной раздора стал бывший муж Василий, к которому Анжела сбегала и до этого. Реакция у меня была. Первое, это сразу примчаться к нему, то есть и просто его разорвать. Просто разорвать этого человека. Анжела категорически отрицает связь с бывшим мужем. Я уехала из-за сына, так как мой муж, бывший на нынешний момент, пытается отобрать у меня его после развода. Уже как 1,5 года мы с ним ведем эту войну. Но Василий буквально завалил Сергея письмами, в которых прямо дал понять, что сделает все, чтобы вернуть Анжелу. Сегодня Анжела уже сама не понимает, кого любит больше, и не знает, как найти выход из этого любовного треугольника. И так все время получается, что она то со мной, то с Сергеем. С кем она живет, никому не ясно. Что скажут друг другу Сергей и Василий, встретившись лицом к лицу? Что думают родственники, которые устали разбираться в хитросплетениях этой непростой истории? И главное, готова ли Анжела сделать свой выбор? Да, Шекспир отдыхает. Сереж, Здравствуйте. здравствуйте, да. А вы жену любите? Да, очень. А чего она сбежала? И вот я и хочу выяснить это. Вы говорите так, как будто она в 30. первый раз сбежала. Было же подробное, нет? Да, я 5 раз ездил в Подпорожье. Это как первый далеко раз от вас? 460 верст. Ничего себе. Как это было первый раз? Первый раз это было, то есть я приехал с работы, то есть ни ее, ни некоторых вещей не оказалось, то есть... Ни записочки? И вы что ничего подумали, вообще. похитили красавицу? Я не знал, что думать. Вообще не знал, что Пошли думать. в полицию? Первый раз нет, я не пошел в полицию. Она объявилась, написала СМС буквально через пару дней. Вот. Буквально через пару дней. Да. А что вы эти пару дней делали? Может, вы и сами что-то Я бы звонили, спятил писали, уже за пару искали? дней. Искал, ходил. Она состояла на учете у нас в городе. Вот. В первую учете очередь- каком? В Ивангороде. На учете. каком учете? На учете чего? Беременная была. Да, беременная была. Положение. Она беременна была? Да. То есть она в женской консультации стояла Да, на учете? состояла на учете в женской И сбежала консультации. беременная? И сбежала беременная. А срок Какой большой у неё был? Срок был уже полгода. И А по хорошо, какой причине и ты хорошо, она сбежала? обнаружилась где? Подпорожье. Почему она там-то оказалась? Это выяснилось уже позже. Она сбежала со своим бывшим мужем. То есть они сговорились, и Правильно. она ломанулась туда. Правильно, так. Хорошо. так все Это был было. первый побег. Первый. А их было еще 4. 4 было. Расскажите, пожалуйста, если вам не трудно. Прошел где-то, она
ну, мы начали созваниваться, то есть списываться, прошло какое-то время, да, и я, тем не менее, не знал, где она, вот, но я нашел по фотографии, которую она выслала мне в интернете, я нашел это место, я узнал, где это. Я ездил в Подпорожье, забирал ее, То есть она возвращалась с вами? да, А вы ее силой забирали? нет, силой я не могу держать Вот, человека. нет, а почему Не, она ну а как? возвращалась? Она говорила то, что любит меня, то есть и до сих пор любит, но я до сих пор не могу понять и хочу разобраться во всем. Давайте посмотрим, как эти побеги планировались. Постоянно, когда я уезжала, я ни разу не говорила Сереже о том, что я уезжаю. Делала я это скрытно и, соответственно, втихаря, чтобы не знал никто и, соответственно, чтобы до него не дошло в день, до того дня, пока я, когда я собиралась уехать. Не говорю я ему, потому что, во-первых, соответственно, любой мужчина будет ревновать, потому что он думает, что я там живу с Васей. Я езжу туда только из-за сына исключительно и не пытаюсь найти встречи с Васей, и не пытаюсь с ним завязать какие-то отношения и начать заново с ним жить, потому что этот человек мне не интересен ни в каком смысле этого слова. Сереж, ваша жена сказала буквально следующее. Она почему-то боится сказать вам, что ее тянет к сыну, который остался с первым мужем. И она, тщательно планируя и скрывая от вас побеги туда, она бегает к сыну. А вы по-прежнему подозреваете, что она все-таки к бывшему мужу бегает. Почему? Ну, потому что, наверное, это же можно объяснить, то есть можно сесть, побеседовать, изъяснить мне, то есть, да, я не против, я не отказываюсь, чтобы сын, да, жил с нами. А если Может она быть, потому что спросила, она знала позицию вашу, что вы туда ее не отпустите даже к сыну, потому что ревнуете ее к первому мужу? Так, нет. Дело в том, что первый раз, да, то есть... Как А это, скажите они честно, вы ее ревнуете к первому мужу? Ну, только очень честно. Нет, ни разу. Нет. Хорошо. К нему нет. можно точнее вопрос, пожалуйста, Юленька? Вы бы отпустили, если бы она сказала, куда она едет? К сыну. Ну как к сыну? Сыну Сын же с мужем. Сын Она же с сказала, мужем. я еду к сыну с мужем. Сын живет с мужем, с бывшим. Я Отпустили бы бы отпустил вы? бы. Вы знакомы с первым мужем-то или нет? Да. И После того, как она с ним развелась, у нас с ним была беседа. Почему? Мы разговаривали, то есть договорились, что Макс, если Макс будет согласен, то есть мы будем жить, то есть вместе. Макс Вот. это сын? Да, сын. Сын. Да, и то есть я не буду никак препятствовать, то есть давать, общаться с ним, то есть приходи, Сереж, пожалуйста. а почему то есть сын общайся. остался с Василием? Он держит его? Как держит? Он не дает ее даже... Что, как суд кому присудил? У них равные права, то есть в любой момент любой из них может забрать сына, то есть как он захочет, то есть. Ну, и ты только что сказал, что он не отдает. Так о чем Не же они отдает. договорились-то тогда? Это Василий, то есть А ты ее Такой увел, Василий. скажи честно? нет. Нет? Она сначала с ним рассталась, потом к тебе пришла. Да, у нас, мы А ты познакомились. готов с Максимом жить? Да. А давайте Василия послушаем, да, у нас видео есть. Конечно, я бы хотел, чтобы было все как раньше, если я уже несколько раз поддавался на это. Почему и нет? Как мать она хорошая, как жена она, в принципе, тоже хорошая. Сын даже, когда мама приезжает, сын даже гулять толком не ходит никуда. Он находится с ней там, да, постоянно. Вот в Подпорожье так и было. Она приехала неделю, он даже не выходил из дома, то есть ребенку даже не надо было гулять. Она попросила меня молчать, чтобы я молчал, что между нами там что-то было. Она кричит всем, что я там друг ее. Ну, какие друзья между бывшей женой и мужем могут быть? Тихо. Заявление двусмысленное. Какие друзья в смысле, что мы и сейчас? Или какие друзья, если у нас давно уже ничего нет? Вы как думаете, они и сейчас или уже давно ничего нет? В этом надо разобраться. А мне кажется, ей просто удобно таким образом делать. В одном городе живет муж с ребенком, к которому можно приезжать. В другом городе живет муж с другим ребенком, к которому можно возвращаться. Так удобно жить и получать удовольствие от жизни. А давайте посмотрим, что же говорит по этому поводу Василий. Внимание на экран. Вот приехала,
все у нас хорошо. Готовим, там, да, стираем, убираем за всеми, за сыном, за мной также. Ну, конечно, мы там обнимаемся, целуемся, ну а что, как семья. И тут же она начинает общаться опять с Сергеем, то есть давая ему такую же надежду, как дает мне. То есть она уезжает к Сергею. Сергей там с ней там тоже ругаются в дальнейшем. Может, у них тоже там 5 дней все хорошо, потом они начинают ругаться, она звонит мне: помоги, спаси. И так происходит просто постоянно. Анжела просто нас постоянно стравливает, получается так. Как бы Серега сам, ну, в принципе, ну, многие люди говорят, что он как друг нормальный, а у меня просто с ним не складываются отношения, потому что, ну дружеские, да, то, что нас постоянно Анжела сталкивает. Она то с ним, то со мной, а как мы можем делить женщину? Вы ему поверили сейчас? Нет, конечно же. Он хочет выиграть из себя, сделать из себя вот такого вот хорошего, то есть... А для чего ему это нужно? Ребенок живет с ним. Он ее расстался с ней, Он не держит любит. при себе ребенка и знает, что Анжела приедет к нему То по-любому. есть вы к считаете, ребенку. что он ее любит до сих пор? Это очень глупый вопрос. Почему? Я тебе скажу почему. А я Потому здесь что- для глупых вопросов, Потому Саша. что я спросил Сергея в первую очередь о том, да, любит ли он ее сейчас. Если он ее любит, он считает, что ее любит весь мир. И по-другому не бывает. Уж бывший муж точно совершенно любит. Не надо ему этот вопрос задавать, давайте ее об этом спросим. Анжела! Котенок, на самом деле, я очень сильно тебя люблю. Дай мне поцеловать тебя. Я не собираюсь и не собиралась жить с Васей никогда. И не буду этого никогда делать, потому что ты мне Анжела, очень это дорог. все вы могли сказать ему еще там. Ну, я имею в виду дома или за кулисами. Нет, на самом деле... Ответьте нам на простой вопрос. Есть факт, что вы 5 раз от него убегали. Так она и сейчас в побеге, Саша. Есть факт. Ну, между прочим, Ну, так, я на понимаю. Я секунду. сейчас Есть- все объясню. Есть факт, что Я первый сейчас раз все вы вообще расскажу. беспощадно от него сбежали. Он 2 суток не знал, где вы находитесь. Было такое, да. За я что это? Ни за что. Это, наверное, я посчитала не говорить ему. Не посчитала нужным. И ушла, соответственно... Куда? В Подпорожье. Я Кому? не посчитала нужным сказать своему мужу, уйдя из дома на 6-м месяце беременности, что я пошла к своему бывшему мужу. Я не Ну, пошла в к своему принципе, бывшему мужу, хорошая я женская еще раз позиция. повторяю. Я жила с этим человеком 12 лет, я его очень хорошо знаю, это психически неуравновешенный человек, поэтому Это Вася? на данный момент, Вася? когда он узнал... Да, Вася? Да, когда он А узнал... ребенок с ним? Да. То есть Нет, вы он не оставили с ним. своего ребенка? У нас были равные права после Не-не-не, развода. сейчас ребенок с ним. На данный Психически момент, да. неуравновешенный. То есть вы оставили психически неуравновешенному человеку своего сына. Я не оставила. У нас договоренность с ним 50 на 50, ребенок то у меня, то у него, он жил у меня, и когда я отпустила его... Сереж, как часто у вас жил ребенок? Он жил, да, конечно, он с нами был. Сколько? Как сколько? Я его 50% со школы времени? отводила. Нет, было, ну, то, что неделя там, да, допустим, около недели, то есть он живет у нас, да, и, допустим, около месяца, то есть Василий, то есть это самое, Василий не, ну, то есть с Васей, да, жил, и он не, ну, то есть мы хотим забрать его, да, он его, ну, всякими предлогами, он болеет, он еще что-то. Если этот ребенок имеет право бывать с матерью, значит, никто не может ей воспрепятствовать с этим сыном своим общаться. Это ее сын. Вы сбежали на 6-м месяце. войну веду с ним я Вы в потом разрешились все-таки? Кого родили? Дочь. Дочку? Дочь, родилась дочь, да. Ей на данный момент месяц. А вы с ней вместе убегаете? Вы с дочкой убегаете? А я-то, да, конечно. Так месяц ей Да, всего лишь. конечно. С дочкой Я первый убегаете? раз, я первый раз. До этого Давай. я была беременна. Давайте посмотрим, как ваш муж относится к тому, что он лишается не только вас, не только гипотетического ребенка от другого мужа, но еще и дочери своей родной. Пройдемте. Я покажу, где мы жили. Вот. Где качалась моя дочка. Здесь вот наша комнатка. Здесь мы прожили месяц. Кроваточка. Доченьки моей любимой. Лапочки. Моему маленькому ангелочка. Так не хватает ее. Зеленочка, которую обрабатывали ей пупок. Пуповинку еще. Это все. Вот как все было, так все и есть. Пустышка одна. Дочкина. Она ее не терпела вообще. Здесь мы, в общем, включали колыбельную ей, когда она капризничала, не спала.
здесь у нас капризничала милаха. Слушала музыку, когда она капризничала. Ее так покачали. А сейчас вот она пустая. Не могу даже порой находиться просто здесь. Потому что все напоминает, то есть о дочери, то есть... Она что бегает-то от вас? Скажите, причина в чем? Так надо у нее спросить, зачем вы бегаете? Она не ответит. Она будет врать, как врет уже много лет. Пусть хоть Не поврет. надо, у меня нет такой привычки врать, во-первых. Так скажите, тогда о чем вы ответьте, хотите? А я еще раз повторяю, что после развода с мужем, узнав о том, муж бывший узнал о том, что я живу с Сергеем, начал всячески угрожать, забирать от меня сына, пытаться как-то его спрятать, куда-то увезти, соответственно. И этими угрозами, когда я ушла первый раз, он мне сказал, что если ты будешь жить с Сергеем дальше, то, соответственно, я не знаю, ревность, я его увезу на север. То есть, если вы не будете появляться у него там... Во-первых, он не может его содержать никак. Он не может его... Нет, чем угрожает-то? Чем? Приезжай, останься. Приезжай, исполни роль наложницы. Нет. Приезжай, стань матерью. Нет. В чем его шантаж-то? Если Его все шантаж закреплено решением в суда. том, что он его постоянно куда-то увезет от меня. Мне кажется, тут все просто. Просто новая семья, в которой живет главная героиня, не обладает жилищными условиями для проживания двух детей. И старый муж об этом прекрасно знает и просто не дает туда ребенка. Мы побывали в гостях у Василия. Давайте посмотрим, как он живет со своим сыном Максимом. Внимание на экран. Вот этим перебором. Вот, дергаешь вот эту струну большим пальцем. И вот. Да, да. Вот так смотри. Да, 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 да. Давай, пробуем. Ну, дальше пошел. В нашей студии племянник Сергея Николай. Николай, вы-то как с этой историей знакомы? Понимаете, тут причина-то в чем? Причина вся в сыне, и получается в Василии, то, что он удерживает. Да, вот мы тут также ездили с Сергеем за Анжелой, то бишь, я не знаю, каким образом Василий это узнал, что мы едем. Он все документы, то бишь, сына забрал с собой и как бы куда-то скрылся. Он удерживает сына. То есть правильно я понимаю, что вы верите, что Анжела ездит скрытно от мужа? Скрытно, Зачем знаю. она Повидать это сына. скрывала? Почему скрывает-то? Она что, Если дело он всё в готов сыне, чё принять скрывает? его, если он бывал у них дома, если он считает, что это его сын тоже, зачем скрывать? Где эта гребаная женская логика-то? В чем она? Я не знаю. А я вам Что скажу, сказать? в чем она. Нам вешают такую густую лапшу на уши. Вот вы как Прям думаете, такую так и густую, скажите. что аж хочется Почему она снять ее и скрывает? сказать: родная, хлебай сама. Слушайте, ну может она боялась рассказать, может быть он агрессивный, побьет Так, ее, нет? при чем здесь это? Нет, такого не было, постоянно все было нормально. Он По как- 5 раз на дню. А вы не Колбас. Нет, вы не сидели? У вас нет? Нет, я отбывал срок наказания. Почему? А это что такое? Отбыл человек, и что? Я тоже не понимаю. Может быть, поэтому Это было в боится, прошлом, может быть, во-первых. поэтому Во-вторых, бывший муж боится. Да, если Подождите, девочки, вы вообще подождите, понимаете, смотрите, что вы говорите? смотрите, То есть она я- ему боится сказать, что она поедет, но уехать не боится. То, что он ее приедет и там на месте прибьет. Ну вы думаете, что вы говорите? Послушайте, Какая послушайте, я разница? вообще не Думаю, конечно, понимаю. Ребят, Она мы не боится можем... его дружков, может Дамы, быть. милые, мы не можем пойти дальше, потому что нам врут все. Я пока не могу понять, в чем история. Ты к ребенку или к мужику поехала? Нет, я поехала к ребенку. Тогда Нет, к почему мужику. ему не сказать об этом? Ну почему не сказать? Потому что он бы не смог поехать со мной, так как он постоянно работает. Соответственно, Почему не поговорите об этом? Я еду к своему сыну, я мать. В чем проблема-то? Зачем его с собой потому тащить? что он знает, что сын находится в данный момент с отцом. И, соответственно, что? Это ваш ребенок, Он же это ваша отпускает к история. Он сыну. же взял вас с этой историей. Тут все понятно совершенно. любой мужчина будет ревновать, я думаю. Что... Скажи Нет, мне, кажется, пожалуйста, любой мужчина... повод для ревности Нету, есть? нету, Нет? нет. Тогда почему ты решила, что он ревнует? А Потому почему что нельзя ты было так просто решила. взять и Повод хорошо, для ты первый. ревности есть. Я только что говорил с Василием за кулисами. Василий, в студию. Здравствуйте. Куда привычней? Куда привычней? Я сюда присяду, можно? Нет? Можете А с что, этой боитесь? стороны Да. сесть. Тут, по-моему, Это человек неадекватный. Оба два.
Вась, мы запутались окончательно совершенно. понял, давайте Мы просто я вообще никто не говорит правду. давайте, В чем правда? Скажите нам, Сейчас пожалуйста. Василий нам расскажет, наверное, всю правду. Наверное. Ну, хотя бы свою. Ну, по поводу того, что я увожу ребенка, как говорит Анжела. На это есть все объяснение, это все реально проверяется. Анжела уезжала вместе со мной в Подпорожье на машине. Она была за рулем, это раз. Она ходила в школу, забирала документы ребенка. Она оформляла в школу также в Подпорожье ребенка. Она сама все это делала. Потому что Сергей ее избивает. И она... А вы говорите, нет чего бояться. полный Вот, бред. вот чего Это бояться. неправда. Ну, дай бог. Это неправда. Вась, ты зачем Простите, тебе пожалуйста, но- Вась, только один Вася, мы вопрос в хотели этой правду, студии а не интересует. Стоп, не полуправду. Вась, скажи правду, Давайте как ты угрожал предположим. мне, что ты увезешь его на север, если я не поеду. Скажи правду. У этой женщины четко прослеживается определенный психотип в отношении предпочтений мужчин. Она, видимо, предпочитает таких, где-то немножечко странных, где-то немножечко нестандартных, где-то простоватых, явно она их не уважает. Он тебе сказал, если сейчас не ляжь в мою койку, увезу Нет, ребенка на... нет. Так было? Нет, я ему объяснила, что он мне После противен, развода он, вы с ним хотел жить спали? со мной. Нет. Вась, Спали. Давайте так, ребят, я привык, знаете, у меня театральная школа такая, и меня всегда учили, расскажи, чего ты хочешь. Анжел, вы чего хотите в идеале? Вот прям идеальная ситуация. В идеале я хочу определить на данный момент место жительства сына со мной, так как я узнала, как он обращается после развода с сыном, и Василия тоже. только на Не-не-не, выходных, секунду, и только на выходных, дослушаем, да. чтобы он его брал себе. Понятно. Сереж, вы чего хотите? Я Уже ничего? Так как Максиму угрожает... он. хочу, чтобы моя дочь находилась рядом со мной. Я хочу ее растить, хочу заботиться о ней. Стоп, А секунду, жена? а жена? Жена? Ну а куда же дочка без мамы? То есть То есть вы готовы после того, что услышали, растить и ее ребенка от него, и своего ребенка вместе с ней. Правильно я понимаю? Правильно? Вы чего хотите? Я вообще-то тоже хочу растить своего ребенка. А кто тебе в этом мешает-то? Какие-то странные тебе в мужики, этом- что ли, мне? ребенка Что все мешает? хотят, а Лично женщины ты- никому не Подождите, нужны. подождите, можно Анжела, вот а рассказать? Вы ему не отца верите? видите? Подождите, вы ему не верите? Это? Да. Абсолютно нет. То есть дело в том, что Вы считаете, что он когда сейчас был... обманул? Дело в том, что когда только у них был Нет, ответьте, развод... пожалуйста, да, он да, обманул? Конечно. У нас был с ним разговор, у нас был с тобой разговор. Был Какой? же, да? А такой то, что после вашего развода, если ты, ну, я тебе просто тебе напоминаю, если ты такой, Давай, я с слушаю. памятью, да? Я слушаю. Вот. Что был? Какой у нас разговор? Такой то, что Макс, то есть твой сын, да, будет жить с нами. Такого Ты разговора будешь не его- было. И как ты вот, как ты собрался вообще удочерять мою дочку? А? А кто Скажи тебе мне, сказал, что я пожалуйста, собрался скажи мне, удочерять А пожалуйста. кто вам сказал, что он ее собрался удочерять? Он сам. Я сказал. Он сам написал это в сообщении. То Вот есть, смотрите, еще угодно. Согласись? Вот, пожалуйста, смотрите. Ты сейчас тут будешь сидеть А мне и нечего. думать. Ну, ты Вась. хочешь, Анжел, ты хочешь вообще всей правды? Ради Серега- бога, сиди. Серега сиди. сидел, Это вам угрожал человек, мне который постоянно. вот- Что? Не, просто можно встать. Это, ты на ушко мне шепни. Подальше отойди. Просто. Подальше. А чем мне Да. подальше-то? Что ты так Не, ну боишься? кто здесь Что ты более боишься? агрессивный и Что ты более на ушко мне неадекватный, скажи? совершенно с А? лица Что тебе видать. сказать? На ушко мне Ребят, скажи. Что тебе честно. сказать? Ты присядь, что Я ты? тебе говорю, Не отойди. волнуйся так. а? Отойди. Да не волнуйся. Что тебе надо? Ты на ушко мне скажи. Женщины в русских Мою- селениях, мою- они вас ждут. Кого-то там Что хотел должны удочерить взрослые мою люди, дочку? прекратите. Отойди, Пожалуйста, дайте Ты поговорить. ручки свои убери. Ну так отойди, не Ручки подходи. убери, Что не тебе надо? дергайся, а? Не дергайся. А что ты меня опять, что ли, жути будешь нагонять? Какой жути-то? Самый настоящий, который все время... Присядь, не волнуйся. Я присяду, А? ты просто не дергайся. Так ты не скажи сейчас. Из них с Дочечку мою Тихо, удочерить, тихо, да? тихо. Ты хочешь удочерить мою дочечку, да? Как я могу удочерить твою Слушай, дочечку, если с слушай. тобой живет она? Как Это я могу самое, удочерить? Никак. Что ты мне вот предъявляешь какую-то чушь? На тот момент... Ой, это самое. Просто всечь тебе сейчас всеку. Отойди Ты отсюда. кого тут дергаешь, да? Отойди. Да чуть мою дочку, а? Кого ты удочерять ты собрался, а? Тихо, тихо, это Ты что урод, ты такое? что? А ты там что, ботаник, а? Вы что, а, уроды? Вы что такие-то, а?
Вы что тут мою дочку-то удочерять еще собрался? Ты, кто ты такой вообще по жизни? А тебе куда моего сына-то я должен отдать? Тебе беспредельщик. Куда твоего сына, беспредельщику? Какой Он с твоим беспредельщик? сыном обращался хорошо. Он Я сказал, твоему сыну, «Вперед». слышишь? А вон он там, иди-ка поговори-ка. Так Да. давайте его. Да. Ну что ты, а? Анжела, не твои слова, это так... Слышишь? Ты такой же чмо, как и твой отец, Сережных слов. А? Не твои? Нет. Вася, Да. это ты. Я Ты не что знаю, такое ты зачем говоришь-то, все а? придумываешь сейчас? Вон ребенок, иди спроси. Да сколько раз, послушайте, просто много раз столько было, да? Я на самом деле, то есть, как бы, когда, ну, Максим находился с нами, да, вместе, то есть, Вот спокойно я... только, хорошо? Да. Давайте спокойно и рассказывайте. Я, ну, заботился о Максе, покупал ему какие-то вещи, делал подарки, то есть, постоянно. Анжела, так а что вам, чего вас не устраивает? Он хорошо заботится о сыне. Что не устраивает? Почему вы бегаете все время тогда Меня к все Василию? устраивает. Я еще раз повторяю, мне угрожает первый муж. Сейчас И зачем вы можно 2 года это доказать. терпите? Это Скажите, можно пожалуйста, доказать, 2 потому- года, зачем вы это Давайте терпите? сына послушаем, у года. нас есть видео с ним. Без мамы было скучно, неинтересно было. А когда мама приезжала, я всегда с ней там сидел. Я ей помогаю готовить, убираться. Уроки иногда делали. Мы всегда с папой иногда на улице в снежки играем. Иногда всегда уроки делаем, когда я после школы прихожу. В качалку ходим в моей школе. Но я хочу, чтобы мама с папой были всегда вместе, и Миланка. А вообще не хотел сестру раньше, а потом появилась сестра, и подумал, не, пусть сестра хоть будет. Слушайте, меня 2 вещи... Какой Вы, хороший, не, да? вы видели, я А обычно чё? дрочливый, да, я сидел, смотрел на этих 2 петухов и никак не вмешивался, потому что, ну, я пока не понимаю, на чьей стороне правда, но 2 вещи меня насторожили серьезно. Первая вещь – это то, что Сережа как-то подозревает, что есть какой-то компромат, который держит его жену и заставляет бегать, и никак не говорит про этот компромат ни слова, хотя готов был просто ему сейчас расшибить. И второе. Ну, я не знаю, кем нужно быть, я имею в виду, каким мужчиной. Если в ответ на вопрос ведущего программы, Гордона, сказать, было у вас что-то после свадьбы или нет, сказать было. Вот если бы даже было, милый мой, молчи, скрывайся и таи, если ты мужик. А ты себя выставил полным, извини, пожалуйста, не мужиком. Так если вот и она вся возвращается история. постоянно ко мне жить, если бы мы прожили 3 месяца в Подпорожье вместе, Ты к нему как у нас что-то возвращаешься? могло Да, не быть? конечно. Что? А сколько мы прожили? Чем ты ее шантажируешь с его точки зрения? Скажи, потому что Я у нас, же ничем ее не есть, шантажирую. у нас же есть история. Давайте, ребята, либо сами расскажете, либо мы покажем. Я Чем? никого Чем ничем она не шантажирую. шантажирует? Сереж, слушай, ну уж если пошел такой разговор, честный, откровенный, давай уж говорить правду. Хорошо, ладно, рассказывай. Он держит, да, есть компромат. Какой Есть компромат? компромат на Очень Анжелу, сильный. который, так сказать, очень такой увесистый компромат. Василий просто говорит то, что не знает, о чем вообще речь, да? Вот и как вы подумаете, да, вот студия, все... Можно вот, я спрошу вас напрямую? Я пытаюсь судорожно понять какой-то компромат. во время их совместной жизни снял некое видео, которое можно расценивать как домашнюю эротику или, если хотите, порно. Василий снял? Не Василий. Ну а кто? Каким это интересным образом? Ну я или снимал? ваш друг, На мы не камеру, знаем. да. Нет, это я вам транслирую сейчас обвинение в ваш адрес. Ну да. понял я. Да. Ну. Но, дети мои, я до сих пор не могу понять, почему это компромат, если женщина живет с другим мужчиной, и он ее принимает такой. Это в чьих глазах компромат? В глазах Гордона, что ли? Да мне пофигу абсолютно, как вы там живете. Вот, а Василий держит вот этим вот. Погодите, а вы Так это а нашли, что он вы говорит-то? это Я нашли в пойду это всем интернете или покажу нет? или Где что? вы нашли это порно? Это порно. Я увидел в интернете. Подождите, но если вы это уже увидели в интернете, значит, это уже не компромат, и шантажировать тут уже нечем. Но он это делает. А что там? Может быть, это не домашнее видео? Может быть, это какое-то бывшее рабочее Подождите, место? пожалуйста, Да, что это это такое? Вот порно, все мучаются видео. в догадках. Вы можете Анжела, рассказать? скажите нам. А сейчас, наверное, вам Это Анжела порно-видео, в котором я снималась, зарабатывая деньги, соответственно, когда жила с Васей. И он вас стал шантажировать, что если ты ко мне не вернешься, не будешь там со мной все продолжать, то я это все твоим родственникам покажу. Да. Так? Да. Анжелика уехала работать в Ленинград. А мы жили... Ребят, так это в нашей стране, это не за границей, Ленинград. Можно? так я и Это говорю. понятно. Скажите, А мы пожалуйста. жили в Ивангороде. Я откуда знаю, чем она там занимается?
А, то уже все знают, чем она там Я занимается и как это предлагала поехать называется. себе, так как не хватало нам денег на проживание, А да? вы- И ты-то постоянно работала зарабатывала в я другой в 2 фирме. раза больше. Для потому меня-то что ты я работала в обеспечивала, другой можно фирме. сказать, семью. Послушайте, и ты это Анжела. знаешь. Ну, ты Анжела говорила. не хотела работать. ты Анжела. не Но ты-то говорила мне, что ты работала вообще Что, другим что я человеком. слушаю? Она Почему вернулась она домой. Я ничего не бегает? Скажите, пожалуйста. Вот Почему она ко мне была бегает? гипотеза из-за сына. Вы Да говорите, она бегает нет. от Сереги, то, что он ее дубасит постоянно. Это ее жалобы были. Скажи, пожалуйста, это так? Это ее жалобы Да я были. не знаю, Она что это. звонит, она постоянно жалуется. Я знаю про каждую ситуацию. А ты не допускаешь версию о том, что она правда ему на тебя жалуется? Тебе на него, ему на тебя. Да так и есть. И есть 2 правды. И ты сейчас уверен в том, что ты говоришь правду, потому что с ее слов. И он уверен в том, что он говорит Я говорю правду. только свою точку зрения. Все, только свою. А ты такой За мысли не кого-то- допускаешь? За кого-то я говорить не могу. Вот, такую мысль, ну, была такая мысль, да. В чем вот и надо разобраться. Чтобы не было окончательно стыдно за бесцельно прожитые эти минуты, давайте мы как раз папу Анжелы, Николая Анатольевича, и позовем в студию. Приехал посмотреть в эти бесстыжие глаза. Эти рыжие бесстыжие. Уточните в чьи, пожалуйста. Бесстыжие. Этот человек пришел ко мне, приехал на север. Сказал мне такие слова. Кто, он? Да. Батя, нужно, говорит, вытаскивать Анжелу. Я говорю, как вытаскивать? Я говорю, не понял. Моя мама, Любовь Васильевна, подготавливает ей, ну, как ее быстро от этого, как он назвал, убийцы увезти. И тут же мне спрашивает, батя, мне нужно 5000 ей на билет. Потом звонит моей старшей дочери, она у меня в деревне, за городом живет. Такую же и говорит И ей. опять 5000 просит. На билеты. А потом приходит же обратно ко мне и говорит, я нашел деньги уже, не беспокойся, сейчас у тебя Анжела здесь будет. Анжела, у меня дочка приезжает. Я денек ее, не спрашиваю, чтобы она чукала. Вот. И мы с ней сели вечерком. И она мне открыто говорит, папа, он надо мной сколько издевался. Вася. Да. Говорит, я много терпела, зарабатывала, обеспечивала его. Все делала. А для почему него. она оставила ему ребенка? У меня был с Анжелой разговор, когда вот этот был в Ивангороде, она одна. И когда он всеми путями использовал, говорил, я тебе там это сделаю, у меня знакомые в полиции, у меня адвокаты в полиции, у меня это. И потом Анжелке спросил, говорю, Анжел, а ты могла? Они говорят, папа, они меня заставляли с адвокатом написать отказную. Серьезно? Анжела, скажи, моя дочь. Нет, это меня Вася заставлял один. Мы с ним как-то раз, да, было, Вася, вышли, когда ты мне сказал, ты сейчас пойдешь и напишешь отказ от сына. Было такое? Тоже Ну что не ты врешь, было. Вась? Вот зачем ты врешь? Ну Да ты же как меня я мог просил, тебе- пошли сейчас к нотариусу, и ты сейчас напишешь в суде, отказ от если сына. мы Когда у разводились, меня какое там никого право? нет. Вот ни так же, родственников, как и ты ни мне за- написал, помолчи. то, что удочеришь мою Помолчите. дочку. Ну, Теперь- в суде-то мы Нет, с ней погоди. Вырву все на свете. Погоди, одну Судья-то минуту, мы можно Это я- вы погодите. Одна правда пока перевешивает. Давайте послушаем другую правду. Это мама Васи говорит про Анжелу. Я, говорит, приду, заберу Максима в 2 часа дня. Хорошо. Ребенок, значит, сел вот тут на поребрик на асфальт, ждет маму 2 часа. Нет. 4 часа нет. 6 часов нет. В конце концов, я вышла, заревела, говорю, Максим, пошли домой. Ну, не приедет сегодня твоя мама. В 10 часов вечера она мне звонит. Дайте мне Максима. Я говорю, не дам. Ребенок только успокоился, мы только с ним проревелись. Я говорю, мы 3 часа ревели, тебя ждали. У нее совесть есть. Вот я ничего не хочу сказать, я не желаю ей зла. Господи, она молодая, глупая. Никто у нее никогда Макса не забирал и не забирает. Но если ты сказала ребенку, приди в 2, приди хотя бы в 4, но не в 10 вечера. Господи, ужас один, неблагодарная. Дай Бог ей счастья и здоровья. Вот это кто сейчас говорит-то? Это сваха. Она права или нет? Она? Нет. Почему? Ну, я вам говорю, это наигранность полная. А давайте мы ее спросим. Любовь Давайте. Васильевна, приходите к нам, пожалуйста. Здравствуйте, всем добрый день. Здравствуйте. Я можно подойду к Анжеле?
Анжела, солнышко, посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза. Я смотрю. Зачем тебе все это надо? Ты Сережу и Васю сталкиваешь лбами. Я ни разу не столкнула их лбами. Анжела, ты Любовь сама Васильевна. была за рулем машины, когда вы уезжали в Подпорожье. Ты сама ко мне прибегала, Анжела. Коля, ты думаешь, ты чистый и пушистый? А ты знаешь, что твоя дочь говорила? Почему ты на свадьбе не был? Тебе сказать, Коль? Оказывается, ты ее за бутылку продавал мужикам. Кто это сказал? Твоя дочь. Коля. Моя дочь никогда не Анжела. скажет этих слов. Это было. Анжела, солнышко мое, это было. Анжелочка, ну зачем мне это все врать? А я от тебя, Макса, отбирала. Я тебя оскорбляла. Сережа, я против тебя. Да ради бога, живите. Я что, против? Ну, живите, вы же долго и счастливы, у вас дочка. Без Макса, да? Без сына. Анжела, Постоянно а тебе пытаешься нужен мне его Макс? отобрать. А с я чего вот- вы взяли, что он мне не нужен? Почему вы так рассуждаете? Анжела, Почему вы где пытаетесь Макс забрать все время его? жил у меня? Опять же, Анжела, ну раз все уж пошло такое, скажи Сереже правду. Как ты бегала от Васи к другому Васе. И вообще, как машины шикарные подъезжали. Ты выходила с общаги, садилась в эти дорогие машины, тебе за это платили деньги, и ты несла эти деньги Не Сереже. надо врать сейчас. Кто мне за что платил? Анжела, Это когда интересно было? Ну-ка, расскажите. Что-то я, ну, этого не- Анжела, ну, не зайка знаю. моя. Либо я что-то Такого пропустил, не наверное, в будет. своей Ну, жизни. конечно. Анжела, ведь все это доказуемо. Это, говорит, кормушка закрылась. Да, да, да. Кормушка закрылась. Люди добрые, честное слово, говорю правду. Можно вас попросить присесть вот туда? Она все Не, знает, вот с туда. Васиных слов. Я все Вот знаю. туда, потому ваша что сторона я- там, потому да, что присядьте вас вот туда. я не Смотрите, знаю. люди добрые. Ну зачем мне все врать-то? Вот У меня скажите, один пожалуйста. вопрос ко всем, кто пришел на эту программу. Один вопрос. Зачем вы сюда пришли? Давайте с вас начнем. Я Зачем? вообще не могу понять, вот, ну зачем моего сына обливают грязью? То Убийца есть там вы избивал. пришли оправдать вашего сына? Оправдать сына. Хорошо. И- Вы зачем здесь? Я для того, чтобы определить сына место жительства со мной, в любом случае, чтобы он жил твой со сын и мной, ты только со прописаны у мной, меня, Анжелочка. и чтобы муж его видел, бывший, только на выходные брал, так как это угрожает психологически моему сыну, соответственно, Милану и не ко мне только. прописали. Потому что содержать он его Чё не ж может сам любящий никак, Сережка не только за счет прописал? кого-то, за счет Понятно, мамы, не, за понятно, счет ее понятно, друзей понятно. Вы и зачем? так далее. Я пришел для того, чтобы разобраться во всем. Чтобы моя дочка не каталась вот по всей России. Вот, просто по всей России. И чтобы вот это вот, извиняюсь за выражение, просто животное рыжее. Вот. То есть животное не сидит тащил, рядом не с тащил, вами. просто не тащил сыном, да, сыном, то есть как бы мою дочь, то есть чтобы она бежала туда к нему, то есть к сыну, то есть как бы, да. Зачем? Дочь-то моя тут при чем вообще? При чем мой ребенок Понятно, вообще? понятно. А вы зачем? Я? А меня сюда позвали просто так. А брат вас зачем сюда пришел? Он пришел по морде получить. Да, пришел по морде получить. Давайте брата позовем. Давай. Вся вот эта ситуация как бы длится уже 2 года. Мы сами никто ни хрена понять не можем. Первый раз, когда Сережа за тобой приехал в Подпорожье, Анжела, он увез тебя. Ты была с Максимом дома. Ты говоришь, тебе не дают Максима. Если Ты бы я уехала, боялась ты Сережу, уехала я с ещё раз Сережей, повторяю. Максим остался один дома, Васька был на работе. И ты говоришь, тебе не дают Максима, я ничего не понимаю. Вот это бред вы несете, Это а? не бред я несу, я, Серега, Ты с чьих слов я это со знаешь? своей, я Послушай, знаю это 2 ты года. со своей колокольни Я это 2 знаешь? года Но это вот сужу, именно, что он я знать тебе не просто знает, дам всей правды. совет еще, понимаешь? Потому меня. что был ты, был Вася, был я тебе сам Саша, советы был дам. Петя. Просто я тебе говорю, сделайте анализ ДНК, и там будет вообще по приколу. Я буду очень рад, если отец будешь ты. Ты себе А сделай если- анализ ДНК. а Я если узнаю тебя, не от кого ты? ребенок, ясно? Дети твои. У тебя есть дети? Мои, у меня есть Может, двое. ДНК сделаешь все? Подожди, А зачем? подожди, у меня один вопрос. Я ни с кем а не у тебя разговариваю. есть варианты отца еще для ребенка? Ну, там можно в Ивангороде найти. Но это не твой брат. Да может быть, я согласен с этим. Давайте-ка мы поступим, как мы привыкли поступать, когда у нас тупиковые ситуации. Мы поблагодарим всех, кто пришел к нам сюда рассказать свою историю. Чтобы вам не было обидно сейчас. Я вас прошу, благодарю вас. Чтобы и мы прошу- по морде не получили Да, еще и с прошу, Гордоном нет, и случайно. прошу покинуть эту студию. Вы сказали все, что хотели. Идите, разбирайтесь, живите своей жизнью. Дай вам Бог долгих лет, многих детей, и чтобы они без генетической экспертизы были похожи на вас. И это тоже вас касается. Идите, идите, с Богом, с Богом. Домой, домой.
Открываем мужскую половину. И вот теперь, по следам сказанного здесь, давайте поговорим, зачем нам этот пример нужен, что мы можем, если можем, из него выжить, а если нет, нахрена нужна такая передача, как Вот «Мужское тут бы женское». пригодилась твоя нелюбимая профессия. Астролог. Астролог, Да. конечно. К сожалению, это театр одного актера. И этот актер – это Анжела, да, вокруг которой вся эта ситуация и крутится. Она снималась в кино, какое бы оно ни было, мы сейчас опускаем это за гранью, и она продолжает, уйдя из этого кино, играть в это кино. Жальче всего в этой ситуации это ребенка, да, одного и ребенка второго, да, который родился в этом браке. Я не соглашусь с предыдущим оратором. Это не, она, конечно, актриса, она, возможно, снималась в эротических фильмах, но она глубоко несчастная женщина. Ей очень плохо. Она несчастная женщина. Скорее всего, я думаю, и я буду за, она будет лишена родительских прав, потому что у меня ощущение, что она не способна уже быть матерью своим детям. Мне думается, что история человечества – это история жесточайшей эксплуатации женщин вообще. А в сексуальном виде тем более. И в этой связи понятно, что, жалко, да. Понятно, что она хочет счастья. Поиск счастья – бесполезное занятие. Счастье нужно производить, делать. Тогда будете счастливы. Конечно, судить кого-то я лично не имею права, но мне искренне жаль Сергея, потому что мне кажется, что он слеп. Он очень, видимо, любит, и, может быть, он сознательно ее сюда привел, чтобы она, может быть, сама до нее дойдет, что она творит. Что мы выяснили? Мы выяснили то, что мужчины не мужчины. Какой там Шекспир, он не ночевал там, они совсем согласны. Будет приносить деньги, простите меня, неважно их происхождение, но чтобы она приносила. И вот кому она больше принесет, тот больше будет за нее бороться. А что касается девушки, вы меня извините, вот с такого возраста надо внушать, для чего женщина рождается. Ну, произнесите это слово-то. Кто она? Подождите, я вот сейчас скажу. Я скажу так, как говорят в народе. Вот. Слаба напередок. Я думаю, что Анжела тут, жертва 50 на 50. Во-первых, ей нравится самой, да, что два мужика за нее бьются. Там ребенок, здесь ребенок, ни туда, ни сюда она не привязана. Любви тут нет. И, как я понял из истории, и тому выгодно, Мужики, чтобы она была. все понятно с вами. Все, да. Давайте последнее авторитетное мнение, и мы будем подводить итоги, а у меня есть итоги парадоксальные. На самом деле, мне жаль Анжелику, и какое бы у нее ни было прошлое, я ее просто поддерживаю как мать, то, что она все-таки борется за своего сына. Какой бы ни был человек, она остается матерью, и я ее уважаю за то, что она мать. О чем мы говорим? Каждый в ответе за себя и за всех, кто с тобой общается. Без исключения. Я ненавижу эту французскую гуманистическую философию, которую сбитый летчик как-то в детской сказке сформулировал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Это не так. Потому что тех, кого мы приручили, в ответе за нас. Мы все в этом мире прям вот так вот связаны. И Первый канал – это не место для таких разборок. Повторяю вам еще, хотя вы будете писать, и причем пишут не мне, а ей. Я не знаю, надо дальше разбираться другими путями, значит. Не буду тебя слушать, не трогать его, не трогать. Какое его не трогать? Вдавлю его вот так вот. И все. И выдерну ему руки-ноги все-таки. Надо будет, и брательнику этому ботанику тоже выдеру. Куда он-то лезет, мышь позорная. А мама так вообще, мама, я в шоке. Я в шоке. Она же тут недавно говорила совсем другое. Совсем другое. А тут сейчас такая святая просто. Это рыжая порода просто. Она нажрется, наорет на меня, лупит, а я должна убирать. Я им что, прислуга, что ли? А мужик ее орет всегда на меня. Обзывается. Я у него всегда крайняя. На этих кадрах вы видите Золушку нашего времени. У нее нет настоящего принца, потому что ни одной минуты своей личной жизни она не уделила самой себе. Мишка косолапый, прямо ножкой топ. Вот уже 6 лет родители несовершеннолетней Дарьи Королевой используют ее в качестве домработницы.
Вот, его трусы лежат на моей кровати. Вот что они здесь делают? Мне противно все это убирать. Как утверждает отчим Дарьи, девочка просто неуправляема и не справляется даже с мытьем посуды и уборкой по дому. Реально трудный ребенок. Попросить в доме подмести, это у нас через психи, через скандал. Захотела, убегла. Золушка Дарья готова смириться с домашними обязанностями, но ее отчим требует гораздо больше, чем домашние хлопоты. Я боюсь, что он меня изнасилует. Чем жить в этом доме, лучше жила в интернете. Завтра в нашей программе мы поговорим о том, на какие жертвы готова пойти родная мать ради своего возлюбленного. И как сделать так, чтобы простая уборка квартиры не сделала из любимой дочери падчерицу.